роскошных домов стоят роскошные лодки. Вот то, что удобно, нет заборов. И сразу видно, кто как живет. Вот она, простая майамская жизнь. Это район у нас маленькая Гавана. Это один из самых известных сигарных фабрик в Майами. Здесь вот всякие такие вот ар-декошные старые отели. Чтобы было чисто, здесь повсюду урны, белый песочек и теплое море. Доброе утро. Сегодня великий день. Сегодня будет много интересного контента. А это значит, что можете заранее поставить лайк. Это отвратительные американские курортные отели с кучей каких-то магазинов. Непонятно вот это вот барахла. Идешь, как живешь, как в торговом комплексе. И это все на первой линии у моря. Зачем они такие отели делают? Жратва, шматье. Хотя, в принципе, что, если посмотреть на Шадлер, то же самое. Интересный пример, как раскрасили пешеходный переход. Видите, сделали вот так поинтереснее. А здесь раскрасили несколько тротуаров. Цвет красный, а здесь такой зелененький. Тротуары бетонные. И, в принципе, в этом климате, как в Майами, можно покрасить. Краска не стирается. В России такой, конечно, не прокатит. Потому что в России из-за климата, когда есть уборка, механическая уборка, да, ломами, лопатами улицы скребут, то это все быстро сотрется. Вообще, конечно, круто, что у них вот много всякого стрит-арта. Видите, даже самые унылые закутки делают как-то поинтереснее. А вот у нас Теслочка. А, это новая Тесла, это которая вот модель 3. Самое невероятное то, что в Майами появились скутеры, такие же, как в Париже и в других европейских странах. Вот эти Lime, как в Берлине, как в Париже. И теперь можно брать скутеры и кататься. Здесь 3 фирмы. Я вот беру эти, потому что у меня это приложение есть. Так что теперь можно по Майами ездить на прокатном скутере. Вообще класс. Электросамокаты в городе. Вообще, что может быть лучше, друзья? Особенно если этот город Майами. Олег, расскажи, а что у вас с музыкой? Не-не, просто не, мне нравится, ты оставь. Я просто хотел узнать, что у нас с музыкой? Такие у нас плейлисты советских времен. То есть это такой вот здесь у вас маленький Брайтон-Бич. Дорогой район. Вот то, что удобно, нет заборов. И сразу видно, кто как живет, кто на что заработал. А, хорошо. С одной стороны дорога, а с другой везде вода. И вообще это особый образ жизни в Майами, когда у тебя есть обязательно лодка, и ты на этой лодке можно сплавать с утра на завтрак в ресторан, к другу, потом на рыбалку. Вообще в Майами без лодки как без рук. Чувствуешь себя неполноценным, как в Техасе без машины. Как на Аляске без вертолета. Или на Аляске без вертолета. Да, меня очень поразило. Ну, есть у меня у знакомого лодка, и мы плавали. Есть такие отмели, где стоят, да, куча лодок, и там как дискотеки, там такие лодка-бары. В общем, все это просто посреди открытой воды, да. Там какие-то телевизоры плавают, еще что-то. Ну, это очень, конечно, круто. А вот это крыши, как на Бермудах. Они такие делают ступенчатые крыши белые. Чувак явно вдохновлялся бермудскими крышами. Хорошо люди живут. В общем, да, если кто переживал за наших чиновников, у них все хорошо. Вот можно больше не переживать. Ваши налоги идут в правильном направлении, тратятся. А кто из наших скрывается сейчас? Кого ты знаешь? Олег боится своих друзей выдавать. А ты с кем-то общаешься? Ну, давай без названия имен, ну так вот. Есть даже один действующий губернатор, который здесь сейчас сидит. На лечении. На лечение? В смысле, действующий губернатор одного из регионов здесь лечится сейчас? Лечится. Самые роскошные дома, они стоят в конце этих вот проездов. Ну и здесь видно, что у человека фонтанчик. Ну, кстати, стоит отдать должен, видите, калитка открыта. Заходите, кто хочет. Ну, правда, тебя арестуют, но ничего страшного. Вот она, простая майамская жизнь. То есть тут у тебя вот такой вот небольшой простенький домик, а здесь небольшая лодочка. Ну или большая. Кстати, так с виду большинство лодок стоит дороже, чем дома. А вот какая-то невероятно красивая лодка. И
какой-то крутой дом. Сразу видно, живет человек с хорошим вкусом. И еще он специально для рыбалки, вон есть лодки, у него такие 4 мотора мощные. Разводят мост. Ну, здесь вот видно все вот эти вот роскошные дома. И у роскошных домов стоят роскошные лодки. Если посмотреть на карту Майами, Форт Лодердейл и другие есть городки, которые один другой перетекают, то мы видим просто кучу каналов. И это такой особый образ жизни, что у тебя к дому должна быть не только подъездная дорога, но обязательно должен быть еще канал, чтобы ты мог на своей лодке швартоваться и потом плавать на рыбалку, еще куда-то. Что еще нужно престарелым миллиардерам? Были, в общем, митинги, целые собрания, и отменили все видеокамеры, которые регистрируют штрафы, скоростные режимы. Первый штат, который запретил снимать. Но очень много стало скрытных машин. То есть едет, как правило, обычная машина. Ты не знаешь, он резко включает сирены мигалки, и у него с радарами, со всей аппаратурой уже стоит, фиксирующей внутри. Но она без опознавательных знаков, то есть обычная машина. То есть любая машина может оказаться скрытым полицейским. Да. Здесь единственный штат во всей США, где на мотоциклах разрешается ездить без шлема. Очень большая смертность, и они никак не могут пропихнуть этот закон, чтобы обязать ездить в шлемах. То есть найти мотоциклиста, который в шлеме, это просто какой-то редкий случай. Чисто те, вот, кто приезжает туристы, которые действительно думают о собственной безопасности, а так здесь местных просто насрать на все. Да, хотят еще вот этот санпас запретить. Что такое санпас? Санпас — это выделенная платная дорога, то есть все вон стоят в пробке, сейчас видишь, а мы будем ехать. То есть считается типа как для богатых, да? Ну ты платишь там в районе где-то, наверное, $7. То есть мы сейчас за $7 едем по выделенной полосе для крутых. Но когда стоят пробки, они сбивают эти столбики. Сейчас стали штрафы делать $300 за этот столбик. Вот цена сейчас будет написана вот отсюда. Здесь будет въезд очередной, вот $1.20, промежуток один, несколько миль, 25 столб. Ну, здесь все написано, в общем, информация. Но если тебя камера где-то не зафиксировала в начале въезда, значит где-то ты уже сбил столбик, и тебе автоматом будет тикет. Естественно, большинство, которое стоит всегда в пробках, оно начало бунтовать и говорит, что это нарушает их права и свободы. Небольшая новинка во Флориде. Вот пачка сигарет, которая стоит $8-10, кстати, почти как в Нью-Йорке. И тут такой вкладыш, где написано, что суд обязал Филипп Моррис и, в общем, другие табачные компании делать справочку о влиянии сигарет на здоровье. Олег, выбросьте сигарету. Подожди, тут есть инструкция, тут написано, мы умрем. Федеральный так. Что здесь пишут, что пассивное курение убивает более 38 тысяч американцев каждый год. То есть, а мы русские. Русских не убиваем. Вот. Смотрите, какие классные, давайте, многоуровневые развязки. Но я все равно, как пассивный курильщик, теперь умру скоро. Хоть полюбуемся на развязки. Это район у нас маленькая Гавана. Сейчас посмотрим, как тут кубинцы живут. Ну, такая прямо туристическая история. Прикольно, дом так раскрасили, что он стал трехмерным. Кубинский кофе. А это уже кофе дали? Да. Погоди, то есть они как дают его? Они дают... в такой... Подожди, это пить? Это пить из этих маленьких штучек? Да, это называется капесито. Капесито. Так. Чувствуешь, да? Вставляют не по-детски. Кофе потрясающий. То есть такой сладкий эспрессо. Даже может чуть как ристретто. Сладкий ристретто. $1.70 за большой стакан, который ты можешь на всю компанию распить. Сейчас пойдем на сигарную фабрику, чтобы купить сигару и вечером ее раскурить. Это один из самых известных сигарных фабрик в Майами. У нас до сих пор нелегально привозить из Кубы реальные сигары, но эта семья пару сот лет, дедушка, прадедушка занимается сигарами, и вот они тут находятся в маленькой Гаване.
Его зовут Питер, это его бизнес. Называется Cuba Tobacco Cigar Company. We have a factory in Nicaragua, so part of it we ship here, but all the cigars that you see here in this location, Табак-то тоже он местный. But it's, the tobacco is from where? That you... it's Cuban tobacco seed that comes Ну они... from Cuba, and it's planted in Nicaragua. It's illegal to bring the tobacco from Cuba because of the embargo. Is this your family business? It's a family business. Bello is the name of the family, which is our main brand. The family owns 8 different cigar brands. Bello Elegante, which is mild cigars. Darker they are, the stronger they're going to be. We have this cigar here that is called Bonbon. The reason we call it Bonbon is because of the size. the Маленькая shape. сигара. We have it in Бон-бон. And right now I'm going to introduce you to Ariocha. Ariocha is a master roller. That means he has more than 20 years of experience rolling cigars. He was a cigar roller in Cuba. He immigrated to the United States. Заходите, значит, в хорошее место. Будем теперь, как знак качества, раздавать владельцам. Самая известная одежда кубинских мужчин. Рубашка с 2 рядами карманов. Называется Guayabera. My name is Johnny Cardona, better known here in A Street as Big Papa, the one and only. Why the 4 pockets? Why the 4 pockets? Well, the 4 pockets, this is called Guayabera. It was a lady in the late 1800s that made this for a Cuban farmer worker. This right here is for the cigars. This guy used to smoke, the farmer used to smoke a lot. So she ended up putting pockets here. And she added some more pockets down here. And these are for the guava fruit. That's why it's called Guayabera. Because guava, it comes from the Guayabera. What is guay? Is that sugar? Guava, no, it's a fruit. Это фрукт гуава. That's the second part. Right here actually is actually to put the machete, but it has a lot of benefits. Look, I can put my hands in my pocket. I can model. You can model. He's modeling right now. Okay. You got. Look at this. Whoa. Yes. See this right here? If we add a star here, you see right here? This is a Cuban flag. Тут кубинские старички играют в доминошку. И вот мы с вами идем по Ocean Drive, одна из главных улиц у нас здесь в Майами. Здесь вот всякие такие вот ар-декошные старые отели они сохранили. Ну, здесь, конечно, все бары, рестораны, тусовки. Женщины полуобнаженные вечером будут танцевать. Хочется немножечко вот посмотреть, прикоснуться к этой жизни, в которой наши российские чиновники живут, со стороны хоть глянуть. На квартирку в Майами я еще не накопил, но посмотреть можно. Вот все эти отельчики. И народ прогуливается. Кстати, здесь ограничение на этой улице 30 миль в час, что достаточно много, но я никогда не видел, чтобы здесь не было пробки. По-моему, здесь пробки круглосуточно, и быстрее 10 км в час никто никогда не едет. Так, это что у нас такое? Памятник поставили типа Майами. Вот и все, дата, число и... Это значит, ты был в Майами-Бич. Сколько денег стоит? Выбираешь размер 25 центов. Ну что, давай, вот можно за 50, все остальное за 50, на руки будешь лить. Все, нажми. Ты сейчас за 40 центов моешь руки. Слушай, ну это какое-то жлобство продавать за деньги вот эту воду. Это обычно водопроводная вода.
Майами, общественный пляж, все чисто, красиво. И вот здесь эти стоят такие вот полицейские вышки, которые следят за порядком. Чтобы было чисто, здесь повсюду урны, белый песочек и теплое море. Вот все эти отели ар-декошные, старые. Очень круто. Под вечер, конечно, Ocean Drive превращается в такой вот настоящий Адлер. Такие низкопробные магазинчики, туристические рестораны, кафешки с каким-то сомнительным кормом, гигантскими коктейлями, которые все пьют. В общем, зазывалами. Вот из таких огромных бокалов. Народ тут пьет коктейли, и везде все одинаковое, везде вот эта вот помойка. Ну, такое, что, самое туристическое место, которое есть в каждом городе. Да, и везде кальяны теперь. Чем-то напоминает набережную в Красноярске. Сюда интересно прийти, вот посмотреть именно эти вот старые отельчики, посмотреть на архитектуру, посмотреть их интерьеры, но ни в коем случае не заходите в эти заведения. Заплатите много денег, будете разочарованы.